Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же события ждут вас в скором времени? Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Боже, что ж так плохо, что ж столько агрессии? У вас такой период вот был, знаете, либо же совсем недавно, либо у кого-то и сейчас вот продолжается очень черный, очень негативный период. Период кардинальных перемен, вот что-то в вашей жизни закончилось, причем закончилось кардинально. Это мог быть развод, расставание, да, вот серьезный конфликт, который закончился расставанием. То есть, знаете, вот это такое вот трансформация какая-то, и переоценка ценностей, и переезд сюда подходит, да, вот, но скорее это такой период, знаете, вот, ну это судьбоносный период, который, может быть, даже поменял ваше какое-то мировоззрение, ваши мысли, ваше отношение к жизни, вообще к женщинам. Этот период, вот эти вот перемены принесли вам просто дикую адскую боль, душевную боль, у кого-то может физическую, да, на физическом уровне обострение болезни, как это часто бывает. То есть, знаете, ну такой период, который не пожелаешь даже врагу. Очень злости было много. У некоторых и сейчас, может быть, проигрывается эта злость. Давайте-ка уточним все-таки, из-за чего это все было. Вот почему, да, вот разбитое сердце. Ну, у вас, ну, настолько был такой тяжелый период разрушения, да. Это было из-за женщины. Вы посмотрите, у вас был сплошной негатив. Но сейчас, вот последнее время, вот уже по солнышку у нас началось какое-то немного просветление. Период, когда, вот знаете, вы начинаете из этого негатива выруливать потихонечку. Личной жизни пока я у вас не вижу рядом женщины, к сожалению. Но вот этот вот период, это, конечно, капец полный у вас. Давайте-ка посмотрим, что будет дальше, потому что, повторюсь, некоторые из вас еще находятся вот в этом негативе, да, скорее всего, может быть, у вас это свежий разрыв, либо развод был, вот какое-то разрушение с женщиной, либо же вы до сих пор вот не можете вот пройти вот этот негативный этап, да, вот переживания, страдания, тоска, вот такая вот, знаете, вот привязка, как наваждение к женщине. Давайте-ка посмотрим, что будет дальше в вашей жизни. Как всегда, вот давайте вот такими блоками, да, посмотрим, что будет дальше происходить. Сначала смотрим работа, финансы, да, потом коротко по здоровью, и потом будем, как всегда, на закусочку смотреть личную жизнь. Итак, смотрим, что будет дальше происходить. Вот работа и финансы. Ой, капец, слушайте, там по работе и по финансам будьте осторожны. Там могут наклевываться серьезные проблемы. Либо же это увольнение, да, вот какое-то сокращение. У кого-то, может быть, проигрывается, что закроется там, не знаю, предприятие, фирма, там, где вы работаете. То есть это либо же закрытие, либо банкротство, да, предприятия какого-то. Может еще быть, кстати, вот по финансам нам пятерка пентаклей говорит о том, что финансовые, материальные проблемы. Это может быть либо урезание зарплаты, либо задержка зарплаты, да, вот, ну, то есть серьезные такие вот перемены, причем негативные по финансам. Вот знаете, может так придется, что придется искать вот какие-то способы дохода, что ли, дополнительные, да, вот где подзаработать. Либо же зарплаты будет меньше, либо ее, может быть, задержат, как я говорила. Вам придется, ну, впахивать хорошо, я думаю. Либо подработку какую-то брать. Некоторые, может быть, работу будут искать. Ну, то есть оно-то все разрулится со временем, да, вот. Оно разрулится по колесу фортуны. Но сейчас по работе, по финансам очень и очень такие вот негативные карты идут. Причем может, знаете, вот проигрываться, что
Может быть, некоторым из вас могут сказать, что да, будет все хорошо, там зарплата вовремя, да, никаких сокращений, но это будет обман, это иллюзия будет, да, вот по семерке кубков, это будет иллюзия, и вам придется вот как на этой карте, да, вот искать варианты, как вам разрулить вот именно финансовую ситуацию. Поэтому будьте осторожны. Обязательно где-то в заначке должны быть деньги, да, отложены на всякий случай. Вот слово на черный день я не люблю говорить. Не надо черных дней, а именно вот на всякий случай, чтобы, знаете, вот вдруг там, ну реально, задержка зарплаты, там, либо еще там заболел человек, да, какие-то непредвиденные траты, всегда должна быть какая-то запасная копейка. Да, посмотрите, вот по финансам, ну жесть, просто жесть, переживания, грусть, печаль, тоска. Смотрите, что дальше, поехали. Причем вот у некоторых проигрывается еще и женщина может. Это либо же та, что с вами живет, либо та женщина, с которой вы уже разошлись, но она может требовать какие-то деньги, алименты, может быть, на детей там дополнительные какие-то там траты, на школу, на кружки, еще куда-то, да, что вы от нее будете отбиваться. Вот знаете, вот тут и так с деньгами напряг проблема, а еще и требуют, да, ну как-то вот финансы совсем что-то мне не нравится, вот печалька печальная. Смотрим дальше. Здоровье коротко, поскольку я не врач, диагнозы не ставлю. Так. Ничего, в принципе, страшного нет. Единственное, вот особенно те, кто занимается тяжелым физическим трудом, да, как всегда, это у нас что? Спина, опорно-двигательный аппарат, вот руки, ноги, да. Что еще? Шейный отдел позвоночника может быть, поясница может быть. Но, в принципе, вы это все разрулите, ничего такого страшного нету, да. Ну, особенно, еще раз говорю, это те, кто работают физически. Больше таких, в принципе, вот по здоровью я не вижу. Нет, у вас скорее эмоциональное. Вот это не совсем к здоровью оно относится, но у вас больше вот страданий каких-то вот душевных, эмоциональных еще, да, вот любовных переживаний. Это да, вот еще вот, знаете, вот психологи, как говорят, вот психологов называют лекарями души, то вот вам надо к лекарям души. Вот именно, знаете, вот чтобы вашу душу израненную исцелить. А по физическому, в принципе, я таких серьезных обострений ничего такого не вижу. Ну вот именно разве что опорно-двигательный аппарат. Так, смотрим дальше. Самое интересное. Личная жизнь, да, что там у нас надвигается по личной жизни. У вас идут перемены. Перемены, причем шикарнючие, я вам скажу. Ваш, знаете, вот этот вот период негативный, он все-таки подходит к концу. Встречается на вашем жизненном пути в скором времени женщина. Женщина именно вот для семьи, да. Женщина, которая нацелена вот именно на материнство, на семью, на отношения. У некоторых вот может проигрываться даже две женщины. Но одна из них, смотрите, одна из них, да, более домашняя, душевная, может даже у кого-то с ребенком проигрываться. Я знаю, что вот вы пишете в комментариях, боже упаси, с ребенком. Ну, как бы я с этим не согласна, да, потому что все женщины разные, даже с детьми разные. Если вы любите женщину, то вы полюбите и ребенка, и ничего страшного в этом нет. Дети тоже бывают разные. Одна вот такая вот больше позитивная, да, домашняя, уютная, такая хозяюшка. Вторая женщина, она более холодная, более строгая. Женщина, которая, знаете, вот может быть даже в чем-то властная. Вот она любит, когда все так, как она хочет. Вот как она сказала, так и будет. Ну такая вот, знаете, вот она мне почему-то армейского такого типа напоминает. Она более такая, знаете, вот эмоционально даже холодная. Вот такие женщины, они не будут показывать свою любовь. Она может там ее разрывать изнутри просто от любви,
но она как-то, ну, не умеет даже показывать. Да, она поступками покажет, но она вот сюсюкаться точно не будет. Если вот это более такая, которая сюсюкается, то это противоположность. Вот она, да, она может быть заботливая, внимательная, но она, допустим, ну вот смотрите, для примера, да, вот, допустим, ну такая ситуация, вот мужчина приходит и говорит, что вот у него проблемы, там на работе, грустный, печальный, то вот женщины вот такого типа, вот домашние, мягкие, она бросится, может тебе помочь, там, что тебе сделать, да, вот как-то сюси-пуси, вот она начнет утешать, успокаивать, она начнет, знаете, вот душевно переживать, это близко к сердцу брать. Если вы вот такой женщине скажете, у вас проблемы, она скажет, ты сильный, ты мужик, да, ничего страшного. Но может еще сказать, а я же тебе говорила. Таких женщин мужчины, конечно, не очень любят, побаиваются. Она больше жестко скажет вам. Вот она в любой ситуации, да, она вроде бы и поддержит вас, но она скажет, а я говорила, не надо так делать, да? Вот ты меня не послушал. То есть, смотрите, вот, конечно, вот если бы я была мужчина, я бы выбрала вот эту женщину 100%. Но с этой вы познакомитесь, потому что она тоже, она вас привлечет. Она красивая, она умная, самодостаточная, она очень логичная, да, вот у нас мечевая дама, королева мечей, она больше рассчитана на логику. Это чувственное, это логичное. Вот она будет все продумывать, она будет, знаете, резать правду матку, она будет доказывать до последнего вот свою точку зрения. Но она вам понравится внешне. Но вот я так побаиваюсь, что вы можете, знаете, вот с ней поближе познакомиться, и все-таки вы ее раскусите, что она, ну, такая сложноватая, наверное, в отношениях, потому что, ну, все-таки хочется, наверное, всем нам тепла, ласки, нежности какой-то, а жесткости и так по жизни хватает. Поэтому вот как-то я так думаю, что вот эта женщина, она вас привлечет, но и в то же время вот как-то она сама и оттолкнет, вот, да, вот своим поведением, какой-то своей жесткостью. Вот она вас может оттолкнуть, и вы все-таки выберете вот эту вот женщину. Потому что она более так и ориентирована на семью, как-то вот на такую мягкость, на женственность. Вот, да, вот правильное слово, именно вот это вот женственное. Это больше, знаете, это мужичка просто. Это мужик в юбке. То я думаю, любой мужчина, наверное, выберет все-таки женственную, да, вот даму. Так, и как итог, что у нас получается? В принципе, довольно-таки неплохой итог получается. Да, вот все-таки любовь у нас выпадает на эту женщину, да. Видите, вот как у нас интересно выпало. У нас падает любовь и туда, и туда. То есть кто-то из вас может выбрать даже вот эту вот холодную, потому что не все мужчины тоже любят сюсюканье, да. То есть и это будет по-своему для вас привлекательно. И вот эта мягкая дама. Поэтому уже смотрите, дорогие мужчины, кого вы выберете, потому что, ну, 100%, да, кто немного даже разбирается в Таро, видите, что туз кубков и карта влюбленных, да, это новая любовь, это новое начинание, это новые отношения, и плюс у вас выпала семейная карта, поэтому кто из вас ждете, надеется встретить женщину именно для семьи, вот как раз вам будет шанс. Причем даже два шанса. И две женщины, ну, абсолютно кардинально разные. Вот, поэтому не переживайте, у вас все будет хорошо. Вот единственное за финансами, да, вот мне как-то не понравилась вот работа финансы, да. Но сейчас, в общем-то, такой всемирный кризис, поэтому, может быть, и сокращения грядут, и урезание зарплаты, бюджеты урезаются. Ну, то есть проблемы есть везде, я так думаю. Ну ничего, все будет хорошо. Я думаю, вы это разрулите, вы же сильные мужчины, и все у вас будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!